Да, мы изменили имя, но для более чем миллиона клиентов Т-Банк Бизнеса самое важное осталось неизменным. Надежная работа наших сервисов. Т-Банк Бизнес. И дело делается. О, привет! Знали бы вы, как это приятно? Осознавать, что ради этого видоса вы нашли способ его вообще включить. Это дорогого стоит. Добро пожаловать в новый выпуск рубрики «Ты бы никогда такое не загуглил». Специально для вас 17 безумных фактов томились в интернете десятилетиями, пока не были выловлены вот этими вот руками, приготовлены на медленной проверке, приправлены юмором и поданы вам на блюдечке. Приятного просмотра. Сегодня будет взрываться мозг, поэтому нужно подготовиться и начать с чего-то простенького. Как вы думаете, что это такое? 3, 2, 1. Правильный ответ – подушка. Да, это мало напоминает то, на чем мы спим, но такие подушки действительно использовали древние народы, например, в Месопотамии, Китае и Египте. Было найдено очень много таких подушек из дерева, камня или бронзы. Казалось бы, почему не постелить солому или типа того? А не все так просто. В целом, такие конструкции могли помочь избежать голове всяких насекомых. В жарких странах проветривать голову, а в Египте это еще и оберег от злых сил. Энтузиасты пробовали на таких поспать, но, спойлер, это не прям восторг. Лучше спите на своих привычных и дальше. Только насекомых стряхните с нее сначала. Поэтому в наше время эта штука довольно бесполезна. Ну а с другой стороны, а что вы вообще знаете о бесполезности? В 1930-х в Гондурасе через реку Чолутека провели мост. В 1996 году он был перестроен лучшими архитекторами, чтобы избежать повреждений от ураганов. Красивый, прочный, выдержит любой шторм, который бушует в этом районе. Ну, выдержит, но, кажется, есть проблемы посерьезнее. В 1998 году на страну обрушился ураган Митч, который снес дороги, дома и более 150 мостов. Но нас интересует именно мост Чолутека. Нет, мост не разрушился, он хорошо держался, но река переехала. Переехала в другое русло, а подъездные дороги просто исчезли. В итоге все стало выглядеть вот так. Мост просто остался стоять над участком суши, а река тупо начала протекать в другом месте. Выглядит как какой-то сюр. Когда подумаете о том, что бесполезно, вспомните про мост через ничего. Но мост-то потом удлинили, и он снова стал нужным. И вы должны усвоить жизненный урок. Во-первых, случиться может всякое, и во-вторых, нет безвыходных ситуаций. И если вы думаете, что это была мотивация, то нет, вы не представляете себе, что значит настоящая мотивация. Начну издалека. У меня есть одно хобби, о котором никто из вас не в курсе. Я коллекционирую бейсбольные карточки. Есть с подписями, есть редкая старинная перчатка, интересные мячи, американская бита и даже именная бита. Да, не очень типично такое слышать в наших странах. Ну что ж поделать, люблю эту эстетику и поэтому знаю интересный факт. Но сначала расскажите, как вам новый фон. Душу вкладывали, я б тут жил. И я, конечно, не заставляю, просто рекомендую в связи с обстоятельствами подписаться на нас везде, где только можно, чтобы не потерять. А потерять сейчас вероятность очень большая. Чтобы больше вас мотивировать, мы еще 2 факта сняли специально для подписчиков телеграм-канала. Ждем вас. Так вот, бейсбол. В 1911 году в США была одна команда, которая носила гордое название All Stars. Звучит круто, как будто в ней самые топы играют. Но, как сказать? Это была команда тюрьмы штата Вайоминг, где каждый из участников был преступником, приговоренным к смертной казни. У них была отличная мотивация победить, потому что наградой было право на жизнь. Что? Охренеть, но да. В прямом смысле за каждый выигрыш они получали отсрочку на исполнение приговора. Жизнь буквально превратилась в игру. Гейм-овер, и ты умер. Жесть. На самом деле заключенным просто повезло, что их надзиратель Феликс Олстон был диким фанатом бейсбола и придерживался мнения, что шанс на исправление важнее наказания. Придерживаясь такой точки зрения, он и сформировал команду из 3 насильников, крупного мошенника, 5 воров и 3 убийц. Но если отбросить эти ужасные нюансы, то команда по навыкам игры была хороша. Они выигрывали матч за матчем, отдаляя свои приговоры. У них появились фанаты, а по билетам был полный солд-аут. Люди делали ставки, всем хотелось посмотреть игру не на жизнь, а на смерть. То есть, наоборот, на жизнь. И так получалось, что это действительно послужило крутым мотиватором. Жестокие преступники побеждали. Не надо, пощади меня, у меня семья, у меня дети с женой. Пожалуйста, не надо.
Пожалуйста, одумайся. Ты Хороший удар! Сборная тюрьмы штата Вайоминг вырывается вперед! Он убил мою семью! Круто! А теперь представьте, как все это выглядело для семей жертв. Их родных уже нет в живых или у них травмы. А убийцы и насильники становятся звездами, и все как будто забывают, кто они такие. Но на что они там повлияют, когда у команды ведь уже собралась фан-база, и когда крутятся большие бабки? Команда, кстати, просила, чтобы приговоры за их заслуги смягчили хотя бы на пожизненное. И все бы так и было, скорее всего, если бы губернатор не запретил азартные игры, и надзиратель бы не подстроился и не распустил команду в пользу образовательных программ для заключенных. В итоге сезон закончился, апелляции были отклонены. А 24 мая 1912 года один из спортсменов-преступников, который играл ключевую роль, Джозеф Сенк, был повешен. Вскоре остальная команда последовала за своим товарищем. Хотя избежать смертной казни — это полбеды. Надо еще и не умереть после этого. В 1989 году убийца Майкл Андерсон Годвин был приговорен к электрическому стулу, но приговор отменили апелляцией. Но вы смотрели фильм «Пункт назначения»? От судьбы не убежишь. Шучу, просто великое совпадение, что после этого он сидел в своей камере на железном унитазе и чинил телевизор. Его убило током. Интересно, что в интернете по этой новости можно найти эту фотографию. Но я без понятия, кто это. Знаю только, что Майкл Годвин был белым, выглядел вот так и отбывал наказание в Вест-Колумбии, а не в тюрьме Граттерфорд, что в Пенсильвании. Спасибо архивам в очередной раз. Мораль сей басни такова: даже сидя на унитазе, будь готов умереть. Да и вообще, всегда нужно быть готовым ко всему. Даже к тому, что все вокруг не настоящее. Это я к чему? У вас когда-нибудь было ощущение, что вы живете в мире, где вокруг обман? Вдруг ваши друзья — это просто актеры, которые играют свою роль в вашей жизни, как и ваша семья? А вдруг от вас скрывают реальные события, которые происходят в мире, и рассказывают вам про совершенно другую реальность? Звучит жутковато, буквально фильм «Шоу Трумана». Но на самом деле существовали люди, которые в такое шоу и попали. Вы что-нибудь знаете про британское шоу «Космические кадеты»? Это страшно. В 2005 году телеканал отобрал 12 участников, которые пройдут специальную космическую подготовку, и только 4 из них по-настоящему отправятся в космос на 5 дней. Это будет снято в формате реалити. Победители визжали от восторга. Это мечта любого человека в космосе побывать. В общем, началась долгая подготовка. Потом их отвезли в Россию, там был старт, они побывали в космосе и успешно вернулись. Эпичным концом их путешествия было то, что в иллюминаторе участники увидели Землю. Их настолько переполняли эмоции, что некоторые из них не смогли сдержать слез. Я очень рад за работяг. Вы только вдумайтесь, живешь себе и потом проходишь отбор и летишь в космос. Только вот никакого полета не было. Что? Их отвезли не в Россию, а на заброшенную авиабазу, которую переоборудовали под шоу, и даже русские розетки туда поставили. Все вокруг них были актерами, и участников шоу заранее предупредили, что гравитация никуда не денется. Во-первых, это было бы почти невозможно реализовать. Во-вторых, можно просто сказать, что они будут на низкой околоземной орбите. Им-то вообще плевать в целом. А когда они типа вернулись домой, открылась дверь, и они оказались в студии, которая снимала финал истории. Не хотел бы я оказаться на их месте, если честно. Но я бы хотел мороженого в этот жаркий день. Странный переход, сам знаю. Я даже не уверен, смогу ли сейчас его достать. Но вы знали, что мороженое раньше достать можно было даже посреди океана во время прохождения военной службы? Что? Вообще прикол. Во времена Второй мировой войны в состав ВМС США входили баржи, главной задачей которых было производство мороженого. За одну смену одна баржа делала почти 1900 литров. Звучит как что-то из разряда бесполезной херни в прокачке экзибита, но это только на первый взгляд. Такая любовь к десерту появилась во времена сухого закона, когда алкоголь полностью был запрещен на территории США. Люди нашли ему замену — мороженое. И вкусно, и побочки не такие серьезные. Руководство решило, что укрепление морального и боевого духа солдат таким простым способом, как порция мороженого в жаркий день, стоит того. И как будто правда стоило. Погодите, а может эта плавучая мороженица была просто прикрытием? Вижу противника. Приготовиться! Отставить приготовиться! Это же просто мороженое! Знаешь, какая бы ни была ситуация, всегда нужно оставаться человеком.
Сильно. Вряд ли он стреляет мороженым. Было честью служить Да, такой тактики я не ожидал. Хотя, чему удивляться? Мы же War Thunder! Это бесплатный онлайн-экшен для ПК и консолей, в котором наземная, воздушная и морская техника сражаются в динамичных битвах на локациях по всему миру. Врывайся в битву на танке, накрывай противника ракетным залпом с вертолета или пронзи небеса на истребителе. В бою участвуют разные виды техники, на которые вы можете навесить самые современные модули и особые спецсредства, дымовые завесы и тепловизоры. И прямо сейчас вышло обновление «Активный поиск». В игре появился топовый джет Су-27СМ, израильский бронетранспортер «Намер», новые ракеты с активным радиолокационным наведением, 2 новые карты и еще десятки улучшений по запросам игроков. Качай War Thunder бесплатно по ссылке в описании. Все новые игроки и те, кто не заходил в игру полгода и более, получат крутейшие бонусы. Поспеши, сезон бонусов с советской техникой скоро закончится. А еще по моей ссылке можно получить мою личную уникальную декаль, чтобы быть самым стильным. Что? Что? Я говорю, что стало с матросом? В него попали снарядом. Из пломбира. Какой ужас. Да нет, нормальный вкус, попробуйте. Тематика военной техники вообще полна на странные факты. Это первый реактивный истребитель США Bell P-59. Испытания в 1942 году были максимально секретны. Им даже иногда пропеллер фейковый вешали на нос, чтобы шпионский нос не лез ни в свои дела, понимаете? А это Джек Вуломс, пилот, многократный рекордсмен, шутник. И он понимал, что для людей вокруг самолет без пропеллеров это прям странно. А что если сделать все это еще страннее? Короче, этот псих подлетал на экспериментальном самолете и присоединялся к строю пилотов, у которых были винтовые самолеты. Махал рукой пацанам и тут же ускорялся, оставляя их позади. А в чем странность? Обычный лихач. Ну, он в этот момент был в маске гориллы, с котелком на голове и сигарой в зубах. Нужно ли говорить, что потом пилоты, которые не знали о существовании самолета без винта, психологам рассказывали? Зато шпионы вряд ли такое расскажут кому-то. Их же в дурку закроют сразу. А сейчас будет факт, от которого вы тоже с ума сойдете, и еще вам станет физически больно. Изобретение известной нам туалетной бумаги приписывают Джозефу Гайете в 1850-х годах. А теперь внимание. Только в 1930-х начали продаваться туалетные рулоны с маркировкой «без занос». Что? Представили лица людей, которые почти 100 лет боялись подтираться? Всегда есть вероятность случайно сделать пилинг жопы. А все из-за обработки дерева и особенностей производства бумаги, которая не могла удалить до конца все маленькие щепочки. И одна из них могла впиться. Приятного мало. Но пока остальные кричат: «О нет, как же они страдали!», я скажу, что на самом деле не факт, что вся туалетная бумага содержала занозы. Просто был небольшой шанс, что наткнетесь. Но тот, кто придумал надпись «У нас точно без занос», сделал правильный маркетинговый ход. Лучше взять точно без занос, даже если они не уверены, что в других они вообще были. Все равно болезненный факт. Страшно, реально прям. И эти слова, как вы понимаете, я сказал не просто так. У меня к вам вопрос. Вы когда-нибудь думали о том, что будете делать, если произойдет катаклизм или вы увидите ядерный гриб? Какие действия? Паника? Бегство? Укрытие? Напишите свои размышления в комментариях, а я пока расскажу историю одного человека. В 1980 году в марте ученые зафиксировали сейсмологическую активность на северо-западе США и сделали вывод, что вулкан Сент-Хеленс начал просыпаться. Объявив о своих опасениях общественности, они привлекли внимание многих людей в течение 2 месяцев. Многие любопытные туристы, ученые и фотографы приезжали к вулкану, чтобы вживую увидеть такое опасное, но захватывающее зрелище. Среди них оказался фотограф Роберт Ландсбург. Несколько недель он подвергал себя опасности, подъезжал довольно близко к вулкану, чтобы фотографировать все фазы его изменения до самого извержения, которое произошло 18 мая 1980 года. В этот день он, как обычно, приехал, чтобы сделать очередные фотографии. В процессе он заметил быстро приближающееся облако дыма и понял, что началось. Зная о том, как происходит извержение, он понял, что бежать нет смысла, и
безо всякой паники продолжил снимать. Затем упаковал камеру в рюкзак, лег и накрыл его своим телом. Это была страшная катастрофа, унесшая жизнь 57 человек, среди которых оказался Роберт. Спустя 17 дней его тело было обнаружено под вулканическим пеплом. Заслонив собой камеру, он смог спасти ее и получившиеся снимки, которые после попали в руки геологам. По ним ученые смогли составить полное документальное описание того самого извержения, а спустя полгода в январском номере National Geographic вышла статья, посвященная Роберту Ландсбергу, в которой опубликовали те самые последние фотографии, которые он успел сделать перед самой смертью. Удивительная и грустная история о человеческой смелости и могуществе природы. Но есть и случаи, когда вот такие природные, казалось бы, ужасные проблемы помогли нам получить очень неожиданные открытия. Я недавно наткнулся на научное исследование в хорошем научном журнале, которое меня очень удивило. Оно про скейтбординг. И это очень интересно. Вот доска, а вот моя рампа. Буду кататься, пока идет рассказ. Начнем с того, что скейтбординг зародился в Калифорнии в 40-х, 50-х годах. Серфингисты, когда не было волн, хотели дальше кататься, но было не на чем. Поэтому они взяли доску, просто доску, и прикрутили туда железные колеса. Вот так всрато это выглядело, зато работало. Позже популярными стали глиняные колеса, которые не так шумели, не так скользили, и в целом на них было приятнее кататься. Популярность такого вида серфинга росла, появлялись магазины, проводились локальные соревнования, и в середине 60-х началась паника, что это опасно, и эта агитация привела к закрытию магазинов и спаду популярности. Вот на этом и могла закончиться история скейтбординга. Но в начале 70-х разрабатывают колеса из полиуретана для лучшего сцепления, и это полностью меняет игру. Люди начинают кататься лучше и чаще, появляются скейт-парки, а в 76-77 году наступает засуха. Казалось бы, и что? А то, что в 60-х росло экономическое благосостояние и снижение стоимости жизни, люди начали шиковать и покупать себе бассейны. В Калифорнии было построено больше 150 тысяч бетонных бассейнов за 10 лет. Самая жесткая засуха с экстремально низкими осадками. Запасы воды достигли рекордно низкого уровня. Нужны были меры, и одной из мер был запрет наполнять эти самые бассейны. Вы уже догадались, что было дальше? Этот уникальный социально-экологический фонд привел к тому, что у скейтеров появилась возможность придумать что-то новое, а именно вертикальное катание, которое выглядело намного эффектнее и привлекало больше внимания. Раньше это было скорее развлечением, а сейчас стало экстремальным спортом и произвело бум. Выходит все больше журналов, появляются команды и возвращаются магазины. Исследования приходят к выводу, что скейтбординг мог стать популярен только в этом месте и только в это время, так как серфингисты и пустые бассейны из-за засухи сделали свое дело. Кто знает, как бы все сложилось, если бы никакой засухи не было, а бассейны выполняли свое истинное предназначение. Если вам было интересно, гляньте фильм «Короли Догтауна» с Хитом Леджером. Очень хорошая картина, в которой все это можно увидеть. А сейчас это вообще олимпийский вид спорта. Горжусь. И у нас как раз, кстати, на повестке дня открытие Олимпийских игр. Нет, эти обсуждать мы не будем, спасибо. Есть идея получше. Перенесемся в 1988 год. Южная Корея, Сеул. Традиционно во время открытия Олимпийских игр выпускают белых голубей, так называемых вестников мира. Эта традиция существовала с 1920 года по как раз 1988. Дело в том, что было выпущено много сотен птиц. Они кружили вокруг стадиона, как и задумывалось, а некоторые просто сели на удобное местечко и чего-то ждали. Как бы вам сказать? На стадионе есть специальная чаша, которую в итоге поджигают факелоносцы. Проблема в том, что прям на нее сели голуби. Факелоносцы поджигают чашу, и голуби, которые там были, просто сгорают. Видео не буду показывать, сами найдете. YouTube их всех забанил за жестокое обращение с животными. Но вы представьте дилемму факелоносца. Это самый важный момент для Сеула. У тебя факел в руке и птицы в чаше. Не зажечь нельзя. А вдруг улетят? Но не фартануло. И после этого голубей не использовали. Смотри, смотри, сейчас вылетит птичка. Или нет? Устойчивое выражение, разве нет? Но вы знали, что сейчас вылетит птичка, это не шутка
и не метафора. В детстве, когда нам так говорили, никакая птичка не вылетала, и это был очень подлый обман. Но тем не менее, фотографы из-за несовершенства камер и медленной выдержки, начиная с 1920-х годов, когда были запатентованы вот такие вот игрушечные птички, их вполне себе использовали для того, чтобы неусидчивых детей заставить смотреть в одну точку. После нажатия на кнопку птичка издавала трели. Watch the Birdie стало устойчивым выражением, которое потом проникло в поп-культуру и пришло к нам уже в виде «сейчас вылетит птичка». Такая вот интересная история, которую вы бы точно не загуглили. А что насчет факта, что у нас на втором канале начали выходить полноценные ролики на разные тематики, например, небольшие топ-секреты, и в будущем планируется много рубрик, так что подписывайся и получай в 2 раза больше контента. Это настольный теннис или пинг-понг. Какой-то сегодня спортивный выпуск прям. Его придумали как альтернативу большому. Но вряд ли вы знали, что изначально не было ни ракеток, ни вот таких вот мячиков, ни даже сетки. Что? Первые упоминания тенниса идут из Европы. Мяч отбивали голыми руками. Но в 15-16 веке уже ракетки появились. Вся эта история мутировала в большой теннис, который мы знаем сейчас. Но хочется иногда не выходить на теннисный корт, площадку или даже из дома. Поэтому можно превратить это в домашний вид спорта. Правильно? Поэтому в конце 19 века люди взяли обеденный стол, поставили посреди него книги, в руки взяли другие книги или крышку из-под сигарных коробок, на стол бросали пробку от бутылки или мяч для гольфа и вперед. А почему бы и нет, в общем-то? И позже уже появились патенты на сетки, появились настольные игры виф-ваф и пинг-понг. Да, так действительно назвали этот вид спорта, пока не стали называть просто настольный теннис. Но пинг-понг — это торговая марка, название которой прижилось. И хорошо, что я упомянул мячик для гольфа. У них разный состав. У простых это просто резина, у продвинутых резина, смолы и пластик. Там много слоев обычно. Но вот чего там нет, так это экологичности. Они могут разлагаться сотни лет. А теперь посмотрите на это. Люди без зазрения совести играют в гольф на яхтах и круизных лайнерах, и шары непременно попадут в воду. Ужас! Сказал бы я, если бы все было так. На самом деле существуют специальные мячи для гольфа, состоящие из корма для рыб. Мяч попадает в воду и начинает распадаться, а рыбки хавают все это добро. Вау! А потом мы проснулись. На самом деле, биоразлагаемые мячи игроки в гольф почти не используют, в том числе и на кораблях, поэтому да, все загрязняется. Одна девушка собрала со дна 50 тысяч шаров. Жесть, конечно, вот тебе и спорт для богатых. Богатые вообще иногда делают какие-то неразумные вещи, а потом это выливается в факт для штошки. Вот как вам такое? Однажды авиакомпания выпустила безлимитный билет. Что? Ну и что? А это вообще великолепная история. В 80-х авиакомпания American Airlines запустила специальную программу A-Air Pass. Это безлимитный билет, с которым можно летать первым классом сколько угодно. Прям вот настоящий безлимит, без какого-то текста мелким шрифтом. Но стоило все это дело недешево. 250 тысяч долларов. А если вы хотите еще с кем-то летать, то сверху еще 150 тысяч доплатить нужно. Но нахрена они это сделали? Все просто. American Airlines терпела убытки, и чтобы остаться на плаву, им нужно было придумать что-то такое, что принесло бы быструю и большую прибыль. Тем более, какой псих будет летать столько, чтобы все это отбить? Это Стивен Ротштайн, один из тех богатеев, кто купил билет. Этот чел почти жил в самолете. Утром в одной стране, вечером в другой. Семья даже не замечала его перемещений, потому что утром вместо прогулки по парку он летел в Париж попить кофе с круассаном и сразу же прилетал назад. Катался на самолете чаще, чем на такси. Его ребенок пишет, что летали так часто, что мама и папа решили, что будут летать разными самолетами, чтобы если самолет упал, то хоть кто-то детям остался. Вот такие вот размышления у них были. В сумме за 20 лет он совершил около 10 тысяч перелетов. Вы только представьте себе. Он, очевидно, очень быстро купил свой билет, а в аэропорту стал знаменитостью и всех знал. И на этом моменте можно подумать. Первое. Мужик с жиру бесится. И второе. Какой же красавчик, тоже так хочу. Но пока вы ждете твист в этой истории, который, несомненно, будет, я расскажу, чем она меня зацепила в первую очередь. На первый взгляд, действительно, это история о богатом мужике, который делал то, что бедному недоступно. Но на самом деле, она о человеческих отношениях. Это был не просто дорогой билет для эгоиста. Это была радость для всех людей, кто его окружал. Стивен дружил чуть ли не с каждым, кого встречал на своем пути.
Отправлял открытки людям за стойкой регистрации, пилотам и людям, с кем рядом летел. Знал все имена и постоянно созванивался. Он предлагал людям в аэропорту полететь с ним бесплатно, раз у него абонемент на двоих. Раздавал бонусные мили всем подряд. Катал нуждающихся и тех, кто просто хотел посмотреть футбольный матч в другой стране или кому не хватало денег на билет на похороны отца. Ну и разумеется, это было чем-то невероятным для его семьи, которая с ним всегда путешествовала. Дочь вспоминает, как Стивен взял ее с собой на первый рейс из их города в Японию. У них по классике всегда были первые места, а когда самолет приземлился, японские репортеры окружили самолет. Когда отец понял, что им важно сфотографировать первого человека, который выйдет, он впереди себя выпустил дочку. Это очень мило. Но однажды у Стивена произошла трагедия. Его сына Джоша сбила машина. Стивен для спокойствия звонил не друзьям детства или соседям, а в авиакомпанию, где болтал с людьми, а потом бронировал рейс просто куда-нибудь. Эти перелеты и люди в компании были для него спасательным кругом, а на похороны мальчика пришли многие из сотрудников. Это уникальный симбиоз большой компании и клиента. Извините, не компании, а людей, которые там работали. Компании-то всегда важна выгода. И тут начинается твист. Поначалу эти билеты и правда были выгодной идеей, но впоследствии они несли только убытки. И что им делать? Билет-то бесконечно вечный. Шлепнуть его в аэропорту, придумать более изощренный способ. В нашей авиакомпании осталась только рыба. А когда не останется идей, то просто разбить самолет? Думай. Аннулируем бесконечно вечный билет этого негодяя без предупреждения. Да, однажды Стивен в 2008 году с другом зарегистрировался на очередной рейс, но ему пришло письмо счастья, где говорилось, что билет все, сгорел из-за мошеннических действий. А мошеннические действия — это то, о чем я вам рассказал. Перевоз рандомных людей, передача бонусных баллов, бронирование билетов и не полет по этим билетам. Это было запрещено? Нет. Было всего одно правило при покупке билета – никому его не передавать. И его никому не передавали. Но компании нужно было за что-то зацепиться. Разумеется, Стивен подал в суд, но тот встал на сторону авиакомпании. Апелляция, потом компания вообще подает на банкротство, и дело продолжается только спустя пару лет. Насколько я понимаю, сейчас оно урегулировано внесудебно, но у Стивена сохранилась большая злость на них. Еще бы, ты платишь с расчетом на обещанное, а тебя гасят за дыру в документах, которую сами не предусмотрели. Они украли мою личность. Они украли мою любовь. Они украли то самое, что заставило меня отдать им в первую очередь $500 000. И они это сделали злонамеренно. Если бы возникла проблема, правильнее было бы позвонить мне и сказать, что они хотели бы, чтобы я изменил способ использования AirPass. Он совершенно расклеился после смерти Джоша, а потом он потерял то единственное, что дает ему некоторую свободу убегать от своего горя. Это была семейная травма. Остальные билеты, кстати, до сих пор действуют. Но, видимо, пользуются билетом не на полную катушку или просто не за что зацепиться. Эти бесконечные билеты привели компанию в топ самых больших маркетинговых катастроф в мире. А для меня самая большая катастрофа — это встретить паука. Арахнофобы лайк поставили быстро, но на самом деле про них есть клевый факт, с которого я охренел прям. Зацените, это паук. Или нет? Или да? На самом деле, вот это паук, который строит из трупов и мусора еще одного фейкового паука, чтобы, судя по всему, избежать атаки хищников на него самого. Ну, это одна из теорий. Гениально! Живут такие имитаторы в Перу и на Филиппинах. Это вот тут. А вот тут Шри-Ланка. Тут они не живут. Зато с этим местом связан следующий факт. Записывайтесь на мастер-класс по подводкам. Могу смешно сделать, могу на несколько часов. В общем, Шри-Ланка. 2004 год. 23 человека тренируются в поте лица. Это сборная по гандболу. Цель важная. Они готовятся поехать в Германию по программе спортивного обмена. Планируются товарищеские матчи против местных клубов. И ничего не предвещало беды, пока они не начали играть. Местный клуб заметил, что сборная из Шри-Ланки, как бы это сказать, были не в себе, как будто. Да нет, давайте по-другому. Знаете выражение «как говно в проруби»? Так вот, сборная Шри-Ланки в целом была говёной прорубью. Они не знали, как бегать, как ловить мяч и как его кидать. И в сухую проиграли местному клубу. Ну ладно, акклиматизация, наверное. Подождем следующего матча. А его не было.
На утро обнаружилось, что все гандболисты убежали и оставили записку «Спасибо за гостеприимство. Мы отправляемся во Францию». Организаторы глаза вот так вот выпучили и сказали, что больше никогда сборную Шри-Ланки не позовут. В целом, больше и не получилось бы, так как в 2004 году сборной Шри-Ланки по гандболу не существовало. А за что? Да, поездка не была санкционирована. В то время на Шри-Ланке вообще никто не играл в гандбол. Просто к мужику, который много лет организовывал спортивные обмены, пришли с просьбой сделать матчи по гандболу. Они по Бырику собрали команду из обычных людей и за пару недель попытались их азам научить. В итоге тех и отправили по обмену. И насколько я понимаю, тренер и был мозгом операции. Он придумал план эвакуации. Но как их вообще выпустили, для меня загадка. Скорее всего, они лукавят, когда говорят, что все это не было санкционировано. Тем не менее, они выехали, и это был хороший повод, чтобы сбежать в другую страну и найти работу. Поэтому они вышли из отеля и разошлись в разных направлениях, чтобы не сдать друзей, если кого-то поймают. И оставили ложный след в записке насчет Франции. На самом деле они бежали в Италию, куда стягиваются множество как раз бывших жителей Шри-Ланки. От наших родственников и друзей мы знали, что как только мы доберемся до Италии, нас уже не смогут отправить обратно. Итальянцы очень дружелюбны, и им нравится, когда мы работаем в их ресторанах. У жителей Шри-Ланки в Италии нет проблем с полицией. Мы не замешаны в торговле наркотиками или какой-либо другой преступной деятельности. В итоге выяснилось, что они отправились на заработки, чтобы содержать свои семьи, где было от 5 до 10 человек. Организатор, который их отправил, со временем перестал злиться и понял, что они просто хотели хорошей жизни для своих семей, ведь точно знает, что они и правда отправляли деньги. Но не все смогли выдержать новую страну, и половина вернулась на Шри-Ланку, извинившись за произошедшее. Эта история, полная абсурда, вдохновила одного режиссера снять фильм под названием «Мачан». А сама история надолго останется в памяти как одно из самых странных спортивных событий. Это была не просто игра, а игра на выживание, но на этот раз не в прямом смысле. Не знаю, что сказать. Любите своих близких. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите, какой из фактов запомнился больше всех. Не забывайте про наш Бусти, наши комиксы, дополнительно снятые факты в телеге и, конечно же, остальные соцсети. Другой возможности может и не быть. А может и быть. Скоро увидимся. Неважно где и неважно как.